Привет, друзья! С вами IT-Dog. Если у вас сейчас установлена iOS 26.6, тогда я бы не откладывал обновление iOS 26.6.1. И дело не в новых функциях, нет. Их здесь практически нет. Главная причина это безопасность. Но есть еще несколько интересных моментов. Что стало с производительностью, автономностью, нагревом, приложениями после обновления? Давайте быстро разберемся, стоит ли устанавливать iOS 26.6.1 прямо сейчас. Но прежде чем начать, буду благодарен, если поддержите это видео лайком и нажмете на колокольчик. Ну что ж, поехали. Главная причина это безопасность, поэтому мы начнем с самого важного. iOS 26.6.1 это прежде всего обновление безопасности. Apple закрыла большое количество уязвимостей, затрагивающих разные компоненты системы. Среди них проблемы в обработке изображений, телефонии, ядре iOS, аудио и, конечно же, WebKit. Особенно интересны уязвимости WebKit, потому что этот движок используется в Safari и других браузерах на iPhone. По данным Apple, эти проблемы пока не были замечены в реальных атаках. Но после публикации информации, что есть уязвимости, оставаться на старой версии iOS становится менее безопасно. Поэтому здесь все просто. Если у вас стабильная iOS 26.6, особого смысла откладывать обновления нет. А что же с производительностью? Теперь самое интересное для обычного пользователя. Не станет ли iPhone медленнее? После обновления заметного падения производительности нет. И это плюс. Приложение открывается нормально, интерфейс работает плавно, анимации не начали тормозить. Более того, некоторые пользователи отмечают, что после перехода с iOS 26.6 iPhone стал работать стабильнее и менее нагреваться. Ну что ж, посмотрим. Но это пока нельзя назвать гарантированным результатом для всех устройств. Ну а что с автономностью? Один из самых важных вопросов. После iOS 26.6 у некоторых был повышен расход батареи и нагрев. Да, и у меня тоже. По первым отзывам, после установки iOS 26.6.1 ситуация выглядит как минимум не хуже. У некоторых расход заряда даже немного снизился. Но здесь важно понимать, первые несколько часов после обновления не показатель. iPhone выполняет фоновые процессы, индексирует данные и оптимизирует систему. Поэтому реальную автономность лучше оценивать через день-два. А как же приложения и команды? Что касается приложений, массовых проблем после обновления пока не наблюдается. Обычные приложения продолжают работать стабильно. Кроме того, появились сообщения о том, что у некоторых пользователей после iOS 26.6.1 снова заработали автоматизацию приложения команды. Ура! Apple пофиксила это. Также есть отзывы о более стабильной работе CarPlay. Но здесь важный момент. Apple официально не заявила, что именно эти проблемы были исправлены. Поэтому воспринимаем это как наблюдение пользователей, а не как гарантированный результат. Почему стоит установить iOS 26.6.1? Первое. Это Apple закрыла большое количество уязвимостей. Второе. Массового падения производительности не наблюдается. И третье, автономность как минимум не выглядит хуже, а у некоторых даже стало лучше. Но есть еще четвертое. Это сообщение об улучшении работы команд CarPlay и снижение нагрева. Поэтому если у вас iOS 26.6, я бы обновился сразу. Перед установкой только сделайте резервную копию, рекомендую делать в iCloud, освободите немного места в хранилище iPhone и подключите iPhone к Wi-Fi и зарядке. Друзья, если вы не знаете, как очистить место в хранилище iPhone, смотрите вот здесь, будет видео. А теперь напишите в комментариях модель вашего iPhone и версию iOS. Если уже установили iOS 26.6.1, пишите, как ведет себя батарея и стал ли iPhone нагреваться меньше. Ваши результаты помогут другим пользователям понять, чего ждать после обновления. Если видео было полезным, поставьте лайк и подпишитесь на канал, буду благодарен. Друзья, всех обнял, увидимся в следующем ролике, с вами был IT-Dog, всем пока-пока.